Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, вы посмотрели первую часть, где я немножко представилась и ввела в курс дела. Ну, давайте начнем, как я обещала, поговорим об ароматах из моей парфюмерной коллекции. Сегодня у нас винтаж. И первый аромат, который я вам хочу представить, когда несколько лет назад уже здесь, в Америке, мне пришла идея собрать, воссоздать все ароматы наши, которые когда-либо были в нашей семье. И я сказала маме, давай сделаем список. Она меня еще не дослушала и уже загадочно произнесла «Фа де Фа». Да, это легендарный аромат «Фа де Фа» от Жак Фат. И когда она мне показала картиночку, какой у нее был, это не он, кстати, этот флакон, это последняя уже версия, последняя реформуляция. Но когда она мне показала то, что было у нее, я сразу это узнала. У нас дома был Дезик. Не французские духи, а французский дезодорант. Конечно, тогда духи были очень дорогие, а дезодоранты гораздо доступнее. И я, конечно же, пустилась в поиски, стала искать его, и тогда вот я обнаружила, что аромат этот Фа де Фа достаточно старенький, и существовало очень много за всю его историю жизни версий, реформуляций, переоформления упаковки. А изначально он вышел в свет в 1953 году. В моей коллекции имеются вот такие экземпляры из разных эпох, можно сказать, от 50-х до 90-х, о которых я сейчас расскажу подробнее. Ароматы, конечно, в этих флаконах отличаются от декады до декады, думаю, в силу различия эпох, особенностей эпох. Но вот, знаете, концепция, дух, я считаю, остаются неизменными. В чем заслуга парфюмеров, конечно, дань уважения месье Фату. Так что обо всех версиях, в общем-то, можно говорить в одном ключе. Безусловно, их связывает нечто. Это все же один аромат, но с некоторыми нюансами, соответствующие переменам эпох. Итак, аромат Фа де Фа от Жак Фат. Принадлежит он к группе ароматов восточные. По основным аккордам он позиционируется как фруктовый, сладкий, цитрусовый, белоцветочный, смолистый и ароматический. Но сначала давайте немного о создателе поговорим. Жак Фат – кутюрье первой половины XX века. Он основал свой модный парижский дом и входил в тройку гигантов моды от кутюр поствоенной Европы, наряду с Диор и Балмейн. Он, к сожалению, очень рано ушел из жизни от лейкемии. Родился он в 1912 году, а ушел из жизни в 1954. Аромат Фа де Фа вышел уже год спустя, как ему диагностировали лейкемию. Жак Фат – дизайнер-самоучка. В его подмастерье ходили такие личности, как Живанши и Гюй Ларош, впоследствии открывшие свои дома, как вы знаете. А в его клиентках и почитательницах были такие дивы, как Грета Гарбо, Ава Гарднер и Рита Хейворд. За свою короткую жизнь Жак Фат создал иконический стиль для моды поствоенной Европы. Ну и пару-тройку легендарных ароматов, конечно же. Жак Фат известен пристрастием к форме песочных часов. Это крошечные талии, глубокие декольте, пышные юбки. И, кстати, он в какой-то степени предвосхитил стиль моды, который в 1947 году стал, угадайте,
диоровским New Look. Жак Фат – превосходный изобретательный колорист. А еще, кстати, ему присваивают введение в чулки кружевные верхушки под названием шантильи. Так вот, давайте непосредственно теперь к аромату Fa de Fa. Когда я бросилась на его поиски, сначала первое, что я приобрела, это вот эту вот миниатюрку. Кстати, я извиняюсь, если слышно небольшой храп, это лежит тут у меня на полу маленький храпулька, Йорка Джерри и спит. Он меня пленил с первой секунды. Аромат уже вовсю играл вокруг горлышка, и это было восхищение с первой секунды. Я поняла, что это шедевр. Я в нем для себя сразу определила такой очень сладостный, бензоиновый, восточно-цветочный дух. Такой сладостный и упоительный, что просто, вы знаете, хочется закатить глаза от вот этой сладости и упоительности, и женственности. Но я понимала, что нужно обязательно, мало того, что мне нужно обязательно попробовать найти, послушать все его, как можно больше его вариаций разных годов, и, конечно же, найти тот самый мамин, который она тогда полюбила, который у нее был дезодорант. Я узнала вскоре, что эта версия уже перевыпуск 90-х годов. И следующие результаты моего поиска мне дали вот этот флакончик. Это оригинальный флакон 50-х годов. И также вскоре я нашла из этой же эпохи, этой же формулы, еще вот эти туалетные воды. Это тоже 50-е года, но может быть вот это 60-е. Но формула одна и та же у них по звучанию. Сохранность просто невероятная. Настолько вот чувствуется качество хорошее сохранил, что как будто вот только с фабрики, знаете. А этот аромат был вообще в слюде, эта коробочка, и я ее вскрывала с таким трепетом, ведь ему уже более полувека. Аромат действительно очень необычный, упоительный, такой же, но вот здесь мне уже хочется сказать больше цветочный. И знаете, определенно в нем дух прошлого времени, в нем очень яркое ретро-звучание, однозначно, но такое, знаете, не грубоватое, тяжеловатое, а очень мягкое, сладостное и женственное. Конечно, он со свойственной густотой и глубиной, со свойственной всем ретро-ароматам. И становится ясно, очень непростая штучка, очень богат нотным содержанием. И вы знаете, здесь настолько вот чувствуется целостность, он не звучит на уровне компонентов, а очень сильный дух вот именно той эпохи 50-х,
это просто машина времени. Он нас переносит в то время. Настолько поразительная вот передача духа и стиля той эпохи. И даже если мы там, кто-то из нас никогда не был, то, безусловно, мы начинаем это ощущать и чувствовать. Но тем не менее, давайте взглянем на нотную пирамидку. Я вот смотрю на фрагрантику и понимаю, что этот состав здесь указан именно для винтажной версии, для оригинальной. Давайте посмотрим. В верхних нотах у нас черная смородина, слива, мандарин, апельсин, лист черной смородины, кассия, персик, груша, бергамот, лимон, танжерин и зеленые ноты. А в сердце тубероза, апельсиновый цвет, жасмин, гелиотроп, ландыш и роза. А в базе амбра, бобы тонко, пачули, мускус, ваниль, кедр и бензоин. Аромат очень выразительный и красноречивый. Стиль, роскошь, шик, безумно элегантных, роскошных дам той эпохи. Вот что он олицетворяет. Очень сладостный, изумительный, упоительный ретро-аромат. Этот аромат не тихоня, он очень яркий и звучный. И в нем настолько явно вот слышна определенная вот старая школа, настолько старая, что я считаю сегодня именно вот эта вот винтажная формула совершенно неуместна вот так вот в повседневности. Только в каких-то экстравагантных случаях, может быть. И несмотря на то, что он создан вот по образу и подобию вот таких дам, элегантных, роскошных, и в нем звучит вот эта дороговизна французского парфюма, он в то же время не кажется мне такой отдаленный, какой-то недоступный, холодный. Он очень теплый, уютный, располагающий. В нем нету ни капельки, ни горчинки, ни грубинки, никакой ни дерзости. Это очень теплый и уютный аромат. И тогда образ Жака Фата мне представляется каким-то кудесником и магом, наделенным Вселенной великим даром. Ведь недаром такое поверье, что великие уходят рано. А вот некоторые экземпляры печатной рекламы 50-х, 60-х годов аромата Фа де Фа. И кажется, что и в те времена он также звучал громко, с шиком, выделялся из толпы, был нетипичным. Он четко указывал на то, кто она, кто дама, что его одела, представительница роскоши, шика, высшее общество. А вот выдержка из рекламы Нью-Йорк Таймс 60-х годов по поводу Жака Фата и его ароматов. Во всем мире ни одно другое имя не говорит так красноречиво о вашем изысканном вкусе в парфюмерии. Канаста, Фатс Лав и Фа де Фа – восхитительные ароматы Жака Фата в парфюме, туалетной воде и в спреях. Затем мне посчастливилось найти вот такую вот версию в спрее. Женщина в почтенном возрасте, у которой я приобрела это чудо, она сказала мне, что он был всегда... Боже мой, какая красота! Нужно сконцентрироваться на моей речи, а не на наслаждении аромата. Она мне сказала, что она приобрела его на рубеже 60-х, 70-х в Европе.
И он был всегда ее любимым, а теперь у нее аллергия, и она не может пользоваться парфюмерией. Вот от него коробочка. И она сказала, что она очень рада, что теперь ее любимчик, она его очень берегла, каждую капельку, и она очень рада, что ее любимчик переходит в надежные руки, в чем я ее уверила, естественно. И что же в нем я слышу? Эта версия, это безумное волшебство. Здесь чувствуется явный уже переход, здесь чувствуется шаг вперед, шаг со временем, смена эпохи. В нем больше какой-то свежей цветочности появляется. Он облегчается немножко. Вы знаете, вот сладостность, женственность такая вот, упоительность, она не уходит. Но здесь вот именно цветочность такая. Свежие, сладостные какие-то редкие цветы. Той вот силы, такой магической, сильной энергии уже поменьше в нем, но такая появляется нежность, сладостность шикарной женственной особы. Он не такой густой и громкий, как предыдущая версия, оригинальная, да? А действительно, вот он усовершенствован вот в ногу со временем. Это просто чудо, потрясающая реформуляция. И я даже подумывала, как бы его одеть как-нибудь на какое-то стоящее мероприятие. Думала и никак ничего не подобрала, куда и когда. Наверное, я немножко еще для него молода. Пусть он немножко еще подождет. Но вот, наконец, я нахожу версию, которая нравилась моей мамочке. Оказалось, что эта версия достаточно редкая и дорогая. Это вот такое оформление, да, белое, я думаю, это темно-темно-синий цвет, мне кажется, порой. Вроде я дальтонизмом не страдаю, но порой я не могу его назвать черным, потому что мне кажется, что он темно-темно-синий, вот с золотом. Именно такой был у нас дезодорант. Это 70-е, наверное, на рубеже 70-х, 80-х вот это уже перестали выпускать. Я так думаю. И я нашла парфюм в спрее, он был запечатанный в слюде. Я открывала, вот здесь вот повредила, да, вот коробочка казалась такой хрупкой, но когда я это вскрыла, я буквально расплакалась, потому что оказалось, что все содержимое испарилось. Я немножечко поплакала. Кстати, вот это вот оформление, да, крышки, вот эти цветочки красивые, да, мне очень знакомо, и мама тоже говорит, у кого-то мы видели такой флакон давно в 80-х, мне кажется, я даже с ним игралась. Но когда я открыла и вот это вот услышала, то, что оттуда доносилось, я перестала плакать, и, конечно, я возрадовалась, что у меня есть хотя бы 1 миллилитр этого чуда расчудесного. То, что здесь происходит в этой версии, это уже просто словами, это уже просто не передать. Это что-то совсем иное, что-то еще более возвышенное. Еще он шагнул в ногу со временем. Сладость такая цветочная, вот сбор каких-то редких дорогих цветов, и желтых, и белых. Сладость такая вот благородная, цветочная, безумно женственной какой-то, роскошной особы. Это очень трудно словами передать. И я для себя решила, что вот этот аромат, именно вот этой версии Фа де Фа,
белое с черным или синим, whatever, что это. Он для меня вообще это не то, что предел мечтаний, а я, наверное, его все-таки поставлю на пьедестал рядом с Клима теми 80-х в синем мраморном кубе с золотом. Потому что Клима это верх, по-моему, парфюмерного искусства для меня. Это верх всего, верх парфюмерного наслаждения, ольфакторного, эмоционального. И вот эта версия Fa de Fa как-то, вот знаете, подобралась и встала на пьедестальчике рядом с этими Клима. Не кидайте, пожалуйста, в меня тапками, но это так для меня лично. И когда я его слушаю, мне хочется безумно рыдать, кричать, рвать на себе волосы. Но почему я не могу это чудо иметь? Почему я не могу им пользоваться? Вот безумно обидно, так хочется. И все мои восторгания, восхищения и самые высокие эмоции насчет аромата Fa de Fa связаны именно вот с этой версией. Я очень мечтаю найти побольше вот этого чуда, чтобы иметь возможность им хотя бы один раз воспользоваться. Это очень редкие, дорогие духи сейчас. Но я нашла вскоре этот флакон, тоже у меня нет от него коробочки, но это было вот такое вот оформление. В виде куба была коробка, по-моему. Я нашла за недорого, так сказать. И что я слышу? Что он похож. Да, он немного похож. Как это так? Я не думаю, что аромат именно вот заменили намеренно. Да, здесь какая-то пробка еще полутрюхлявая уже. Я, конечно, ее открывала и слушала. Я не думаю, что аромат намеренно заменили здесь, потому что действительно сходство поразительное, но это же парфюм, он же должен быть очень таким сильным, а он, оказался очень слабеньким, буквально как вода, несмотря на то, что цвет у него насыщенный достаточно. И я поняла, что это не подделка, в смысле его не заменили, а он просто погибает. Очень мало осталось вот от того, что я слышу в том варианте, который в спрее, да, парфюм остались там такие сгустки какие-то непонятного цвета, да, но аромат это сказочный, божественный, это сказочные цветы, это безумно женственный, дорогой французский парфюм. А перевыпуск и реформуляция его очередная, уже такая капитальная, произошла в 1993 году. И появилось вот это чудо. В интернете говорится, что его реформуляция произошла в 1993 году, но, как вы видите, как я вам показала, наглядные доказательства, что она происходила неоднократно за всю историю жизни аромата Fa de Fa. Но я бы сказала, да, это самая такая капитальная реформуляция, потому что вот этот аромат, он именно действительно дальше всех шагнул от оригинала, от оригинальной формулы. Он не стал ни хуже, ни лучше. Это, даже сказать самостоятельное произведение. Все-таки в нем есть нить вот с оригинальной формулой, и описывая его, мне хочется сказать те же самые слова, то же самое применить описание. Он очень сладостный, женственный и упоительный. Кстати, это не самая даже последняя уже версия, есть еще более новая, в 2000-х уже вышла годах.
флакон немножечко изменен и коробка немножечко изменена. Я не слушала еще эту версию, но я слышала, что люди говорят, она очень такая облегченная и более прозрачная. Это аромат очень сильный. Ну, можно убить, если больше 3, допустим, спреев, даже больше 2, если сделать на себя. Ну что я тут слышу? Я лично слышу. Для меня он такой вкусный. Вот хочется к нему применить именно это слово все время. Вкусный. Почему? Потому что аромат бензоиновый. Бензоин. Что это такое? Я для себя его открыла только здесь, уже в Америке. Потому что это бензоин здесь применяют как альтернативу ванилину в выпечке, в сладостях, в кондитерских изделиях. Поэтому здесь вот в Америке все это дело, оно по вкусу немножко другое. Вся выпечка, она пахнет по-другому. И сначала я не понимала, в чем тут дело, но ванилина, того, как мы привыкли использовать там, на территориях бывшего Союза, здесь этого ванилина нету. И я, например, когда недавно, не недавно вообще здесь уже, когда что-то хотела печь, меня не устраивали их эссенции здесь, американские. Я все-таки в русском магазине специально брала ванилин наш настоящий, привычный. Так вот, бензоин – это та же самая вот сладость, сдоба, вкусняшка, те же самые ассоциации. Идентично они не пахнут, но очень схожи. Они одно и то же ощущение дают вкусноты. Я не скажу, что здесь прям кондитерская вкуснота съедобная, примитивная. Далеко нет, конечно. Но он вкусный, он упоительный, он сладостный. Бензоин – это смола древесная из особого сиамского бензоинового дерева. А в пищевой промышленности бензоин используют в качестве более дешевой альтернативы ванилину даже. Уж не ванили, а вот даже ванилину. И еще, кстати, у бензоина есть такая особенность. Он, как сказать, не обогащает, а укрепляет, фиксирует, что ли, придает стойкость другим ароматам. И в парфюмерии его, так же как и отдельный компонент, да, со своим звучанием, его очень применяют часто как именно вот этот вот усилитель других ароматов и фиксатор их. И бензоин, как он описан, вот его запах, да, в Википедии, он пахнет ярко, сладковато, смолисто, ванильно, сливочно, бальзамично, пряно. Это ведь и есть описание этого аромата, вот этой именно версии фа-де-фа, сливочный, ванильный, пряный. Но, как я уже и говорила, здесь есть фруктовая какая-то вот сладость, сочность фруктов. Здесь, да, безусловно, цветочность есть, но мне здесь хочется уже сказать больше фрукты, фруктово-бензоиновый. И фрукты прям вот мне слышатся какие-то такие вот разогретые на солнце, на южном, набухшие спелые фрукты. И я, когда нашла формулу для вот этого уже выпуска, для последнего, я ее себе сохранила, этот списочек, да, и сейчас, когда я его нашла, у меня там пометка с офф-сайта, с официального сайта. С какого официального сайта, я так и не запомнила. Но когда я прочитала этот состав, я поняла фрукты. Я поняла, почему я это слышу. Фрукты на солнце. Давайте, пожалуйста, вместе посмотрим на
нотную грамоту уже вот этой вот последней версии. В верхних нотах у нас черная смородина, бергамот, ананас и сухофрукты. В нотах сердца гвоздика, ирис, роза, тубероза. А в нотах базы сандаловое дерево, белый мускус, бензоин и амбра. Конечно, здесь не все так просто и прямолинейно. Аромат очень играющий и многогранный. Здесь слышится многочисленная яркая игра фруктов и цветов. По мнению некоторых людей на фрагрантике, Fa de Fa схож с О ла ла от Азаро. Такая возможность у меня есть их сравнить. И мое личное мнение, я не могу их ставить в сравнение. Fa de Fa, он такой сладкий, густой, упоительный, притягательный, он сладостный. А Азаро, он единственное, что у них схожесть, это они такие тяжеловато, насыщенно винтажноватые, да? Но у Азаро нету вот этой вот магической сладостности, такой притягательности. Ни в какое сравнение не могу их ставить. Ничего подобного, похожего я еще не встречала на Fa de Fa. Кстати, вот этот вот выпуск 90-х, да, он как бы бытует мнение, что он напоминает космос, ракету. Я сначала посмеялась, подумала, ну что за бред, это же прототип оригинального флакона 50-х, вряд ли. Но когда я вот это вот получила, да, версию в коробке, новую, упакованную, я открыла коробку и опс, вот что я там увидела. Космос! Вот такая печатная реклама для этой версии. Действительно, что-то космическое. Вот об этом мне именно не удалось пока найти никакой информации об истории дизайна флакона. Хотя вот прототип явно классический, тот флакон Фата. А вот явно вот космическая нить, мне кажется, сюда включена уже в позднее время. А флаконы Фата символизировали, я думаю, конечно, никакой не ракету, оно, согласитесь, напоминает драгоценность, какое-то ювелирное изделие, ограненный драгоценный камень, кристалл. Конечно, в первую очередь он таковым являлся и символизировал роскошь, люкс, шик, стиль и элегантность. Но с другой стороны, Фат и его творчество – это же новаторство было, изобретательность, стремительный прорыв и смелость. Не знаю, конечно, все может быть. И, кстати, оказались бы на такой высокой ступени сейчас его современники, да, Фата, если бы он не ушел так рано. Ничего, что иногда в кадре будет появляться вот такое чудное создание, маленький мой йоркширский терьерчик Джерри. Вот эта попочка, может быть, немножко будет вмещаться в кадр. Вот, значит, Fa de Fa. Я этим ароматом уже некоторое количество раз пользовалась. Я его очень люблю. Наношу я его в микродозах. И мое мнение, что этот аромат исключительно на прохладное и холодное время года. Никакой жары, ни лета, ни в коем случае. Это мое мнение. И я вас очень прошу, если вы с ним впервые знакомитесь, пожалуйста, постарайтесь познакомиться с ним в прохладное время года, а не в летнее. Он может вам показаться не таким интересным, достаточно тяжелым летом. Я как-то шла, это был холодный ветер, первый раз, когда я его одела, и я поймала свой шлейф.
Я встала как вкопанная. Это такая красота. Я встала и сама просто от себя обалдела стояла. Выглядело это, конечно, глупо, но я действительно просто остановилась. Очень красивый аромат. Пожалуйста, не забудьте о дозировке. Я безумно рада, что мама меня познакомила с этим шедевром. Действительно шедевром мировой парфюмерии. В планах также у меня приобрести... Вообще-то мне, конечно, очень хочется послушать самую последнюю версию. Это у меня Eau de Toilette, а я бы хотела Eau de Parfum еще попробовать. Не обязательно приобретать целые флаконы, просто хотя бы ради интереса послушать. Ну, это у меня еще впереди. И я уже планирую в ближайшее время приобрести версию Eau de Fa. Также я недавно приобрела Rose de Fa, но об этом мы уже поговорим в одном из следующих выпусков. Вообще с ароматами Fa de Fa у меня далеко не все. И с винтажными, и с современными ароматами. Это, конечно, тема все для отдельных серий. А с этим прекрасным, магическим, упоительным, женственным, роскошным Fa de Fa на сегодня у меня все. Я вам желаю приятного времени суток, прекрасного настроения. Давайте дружить, давайте общаться и вместе сходить с ума по парфюмерии. И, конечно, я опять хочу произнести известный старенький слоган от компании Avon. Что бы вы ни одевали, одевайте парфюм. Whatever you wear, wear perfume. Пока, до встречи!